Викинги известны как жизнерадостные отморозки. Но среди них были персонажи, своей отбитостью удивлявшие даже самих викингов. Сегодня мы поговорим о скальдах, йомсвикингах и берсерках, то есть о всех видах увлекательного скандинавского безумия. Начнем со скальдов. Скальд – это такой поэт-певец при дворе скандинавского короля или конунга. Считается, что их творчество – это такая документальная хроника подвигов викингской братвы, сочиненная по горячим следам, так что их поэзии в наши дни служат ценным историческим источником. Мясо, пиво и деньги, которые они получали в награду, скальды отрабатывали на все 100. Мы до сих пор знаем по именам множество участников разборок и других знаковых событий эпохи викингов. И это касается не только королей. В историю попали и достаточно простые люди. Скальды сочиняли саги, развернутые повествования о важных событиях. И это были не только походы. Скажем, хороший суд на Тинге легко становился сюжетом саги. Были и другие жанры. Например, висы – небольшие стихи по случаю. Или драпы – хвалебные песни. И ниды – хулительные стихи. Кстати, про некоторые драпы известно, что это был так называемый выкуп головы. То есть скальд хорошей хвалебной песнью искупил какой-то крупный проступок. Творчество скальдов не перепутать ни с чем. С одной стороны, сага – это искусство сказать многое немногими словами. Саги часто похожи на репортаж, чтобы не сказать на уголовное дело, и при этом полны ярких оборотов и жутковатого юмора. Скажем, он был так спокоен, что его держал только один человек. Или он как раз считал серебро, поэтому отрубленная голова, отлетая, сказала 10. На другом полюсе были кеннинги – сложносоставные метафоры для песен. Скажем, буря мечей – битва, красный плач – кровь, железные вороны – стрелы. Кеннинги могли закручиваться, к ним добавляли новые слои. Например, логово змея рубахи Тора, где рубаха Тора – это кольчуга, змей рубахи Тора – меч, а его логово и расшифровка всего кеннинга – это, соответственно, ножны. Все это могло описывать какую-нибудь тривиальную историю вроде грабежа хутора, но в саге в этот момент бросались снеть гусю ран. Один из самых выразительных фрагментов саг посвящен важному делу – драке двух групп исландцев за тушу кита, которого выбросило на берег. Одного из потерпевших там убили китовым ребром. Кульминация саги происходит не на поле боя, а в суде. Причем процесс выигрывается с помощью процессуальных уловок. Современные адвокаты повеселились бы, читая споры этих бородатых мужиков о подсудности. Но дело кончилось тем, что положительные герои перевели судебное дело в привычный формат стенка на стенку. На стороне плохих парней, как сообщает нам сага, не все сражались так храбро, как обещали. О том, как появилась поэзия скальдов, у викингов само собой имелась легенда. Боги после разрушительной войны скрепили мир, вместе плюнув в чашу, а потом слепили из слюны Квасера, великого мудреца, способного ответить на любой вопрос. Квасера убили два гнома, которые приготовили из его крови мед, наделявший поэтическим даром. Мед у гномов отобрал великан и поставил свою дочь охранять ценную добычу. Бог Один соблазнил стражницу, похитил мед и умчался, по дороге обронив часть меда на землю. Так что скальд считался человеком, получившим свой дар по особой милости богов. Это, кстати, совершенно не мешало ему заниматься самыми удивительными делами в свободное от стихосложения время. Величайшим скальдом считается Эгиль Скалгримсон. В наше время существование этого человека как исторической фигуры находится под большим сомнением. Но по рассказам других скальдов, Эгиль не любил, когда в нем сомневались. Тем, кому не нравилась его поэзия, он мог выдавить глаз, отрубить ногу или руку, перекусить горло, а потом обязательно сложить вису по этому поводу. Когда Эгиль умер, то священник попытался, в порядке эксперимента, разрубить его череп топором, но так и не смог. В более простых вариантах скальды просто лезли в самую гущу событий, чтобы видеть своими глазами то, что описывали. Нередко полководцы брали с собой по несколько запасных скальдов. Бывало, что до конца битвы доживали не все. Но скальды – это не единственная скандинавская экзотика. У викингов был и свой воинский орден, необычная группа, которую называли йомсвикингами. Нужно сразу заметить, реальных данных о них настолько мало, что ряд ученых подвергает сомнению само их существование. По официальной версии, йомсвикинги были корпорацией наемников, а Скандинавия тогда производила множество бойцов, которые могли выжить, только продавая свой топор какому-нибудь конунгу.
По стилю жизни они чем-то напоминали береговое братство карибских пиратов. Основал это братство, как считается, легендарный датский конунг Харальд Синезубый. Йомс-викинги выстроили собственную крепость на побережье Балтики, в устье Одера. Они жили наемничеством и грабежом. Но, кроме того, связали себя особым уставом. Устав предусматривал отказ от всех связей из прошлой жизни, запрет иметь жену или постоянную подругу, верность братству, строгую дисциплину и передачу всей добычи в общий котел. Логика понятная. Отрезать нового члена братства от любых уз и обязательств за пределами крепости и привязать его к братству. Кстати, частично йомс-викинги были не скандинавами, а славянами. Крепость йомс-викингов Йомсборг стояла на славянских землях, и многие местные славяне охотно шли в наемники. Всего йомс-викингов было немного, несколько сотен человек. Однако в те времена и армии были небольшими, и 500-600 бойцов могли серьезно усилить любое войско, особенно если это были опытные и дисциплинированные воины. Несмотря на строгие уставы, йомс-викинги были наемниками в худшем смысле этого слова. Если дела шли плохо, они легко обращались в бегство и предавали нанимателя, особенно если он заплатил им авансом. Иногда можно было взять аванс у одной страны, а воевать потом за другую. В сагах йомс-викинги постоянно кого-то кидают. Кульминацией их сомнительных подвигов стала измена королю Норвегии Олафу, сыну Трюгви, который нанял их для битвы с датчанами и шведами и со своими норвежскими мятежниками. Олаф погиб в морском сражении, а это предательство стало главным достижением йомс-викингов. Что, кстати, может служить косвенным подтверждением их реальности. Вряд ли кто-то стал бы специально придумать историю про неудачников и предателей. Скорее, изобрели бы легендарных непобедимых героев. Йомс-викинги навели шума, но их расцвет оказался недолгим. В XI веке король Норвегии и Дании Магнус Добрый взял цитадель йомс-викингов штурмом, разграбил и разорил, укрепление уничтожил, а саму корпорацию наемников разогнал. Впрочем, драться они умели и без работы не остались. Как утверждается, ветераны отряда йомс-викингов составили основу личной гвардии короля Кнута Великого, объединившего Данию, Англию и Норвегию под собственным владычеством. Еще один классический викингский типаж – это берсерки. Поп-культура очень любит образ воина, который ходит в звериной шкуре на голое тело, пьет напиток из мухоморов, а в бою входит в транс, круша все на своем пути. Сразу в нескольких источниках эпохи викингов встречается байка о том, как впавший в ярость берсеркер грызет свой щит. Да и на знаменитом шахматном наборе той эпохи видно, как несколько пешек вцепляются в щиты зубами, делая бешеные глаза. В источниках берсерки обычно выступают в одной из двух ролей. Или как исключительно отважные бойцы, или как полные маргиналы, рядом с которыми нормальному человеку делать нечего. Изначально берсерки – это люди, посвятившие себя богу Одину. В бою они впадали в экстаз, особое состояние, называемое берсерксганг, и в неистовой ярости бросались на врага, не обращая никакого внимания на раны. Само слово «берсерк» означает «воин в медвежьей шкуре». То есть берсерк в прямом смысле стремился озвереть и уподобиться дикому зверю. Байки и легенды приписывали им неуязвимость в сражении, но на самом деле берсерки просто были исключительно отбитыми. Это делало их страшными противниками. Нормальный викинг все-таки не был готов разменять свою жизнь на вражескую, а вот берсерки считали, что это отличный план. Поэтому сражаться с берсерком было сложным делом. Он шел напролом, не считался ни с чем, но и погибал быстро. Ярость позволяла игнорировать раны, но никак от них не защищала. Влететь в гущу схватки берсеркер мог. Порубить кучу людей тоже мог, но если его протыкали копьем, умирал так же быстро, как и любой другой воин. Тем не менее, на войне берсерков очень ценили. А вот в мирное время их считали смертельно опасными отморозками и откровенно ненавидели. Между воинами берсерки вели асоциальный образ жизни, грабили, дебоширили, убивали людей для развлечения. Надо помнить, что даже в эпоху расцвета викингов основная масса населения Скандинавии – это фермеры. Такой человек, если и ходил в поход как викинг, то делал это в юности, чтобы обзавестись добром. Хотя мы много слышали о викингах, которые мечтали умереть в бою, в реальности они в основном хотели накопить серебра, завести ферму с рабами и скотиной, жениться и жить до конца дней припеваючи. Берсерки в эту схему никак не вписывались и народной любовью не пользовались. В источниках сравнение с берсерком – это, мягко говоря, не комплимент.
Отцы не желают и слышать о связи дочери с берсерком. Берсеркер из саги – это, как правило, бандит и убийца. Берсерки вовсю пользовались правом поединка. Они провоцировали легальную схватку насмерть, так называемый хольмганг, после чего победитель получал имущество проигравшего. Фактически это был узаконенный разбой. Судьба берсерка обычно была печальной. Хотя иногда их включали на постоянной основе в дружины, в том числе и в качестве телохранителей. Но чаще всего берсеркер заканчивал тем, что его объявляли вне закона. А там же на него находилась быстрая и насильственная управа. Каким бы яростным чуваком он не был, как бы ни вращал глазами и не грыз щит, десяток фермеров с рогатинами все равно были сильнее его одного. Экстаз берсерка был вполне реальным психиатрическим состоянием. Люди, грубо говоря, виртуозно себя накручивали. В Исландии такое бешенство, в конце концов, было признано преступлением само по себе, и виновных подвергали наказанию. В наши дни существует популярное предположение, что перед боем берсерки пили отвар из мухоморов. Но реальные симптомы отравления мухомором очень мало подходят для сражения. Смотрите, галлюцинация, нарушение координации, судороги, рвота. В рукопашном бою все это только мешает. Великий скальд Снорри Стурлуссон один раз упоминает некий напиток троллей. Но что он имел в виду, неизвестно. Идея про мухомор возникла в XVIII веке у шведского ученого, который на себе экспериментов не ставил. Можно смело утверждать, что мухомор – это позднейшая выдумка. Никаких систематических упоминаний галлюциногенов в источниках нет. Христианизация Скандинавии окончательно выбросила берсерков на обочину общества. Люди-медведи в новую религию не вписывались, как и посвящение своей жизни Тору и Одину. Тут уж берсерк окончательно стал синонимом бандита, судьба которого в саге – пасть от рук положительного героя. А в реальной жизни мирные скандинавские фермеры, уставшие от насилия, просто забивали берсерков дрекольем.